Через, наверное, недельку, может там плюс-минус, Слава вышел из отпуска уже, сказал, все, в марте обновление с балансом юнитов, о котором все давно просили. Подробности рассказывать не буду, потому что там Слава знает, как под каким соусом подать, но в общих чертах циклоны, стрекозы, все. Ну и плюс там еще и на море будут некоторые изменения, и артиллерия тоже будет изменена, но более подробно мы вам расскажем уже отдельной новостью. Так ладно, что да, солью вам информацию, какой корабль измените. Какой корабль измените? Посейдон. Там у изменения посика будут. Циклоны не буду качать, и вам не советую, потому что их скоро не рфанут. Там тоже изменение баланса будет скоро у нас. Вот, им порежет прочность броню. Да, кстати, ребята, 1 апреля ждите. Мы в этом году не просто вам там режимчики подсунем, а там будет интересный режим с контрактиками. Контрактики будут простые, не вот это вот... Ну, там собирательство тоже, но оно не такое. Короче, будут простые контрактики, крутые игровые режимы. Вот все, что вы любите там на прошлый 1 апреля, заново завезем, но улучшенное, проапгрейдженное. В общем, 1 апреля будет даже раньше, чем... Ну, короче, 1 апреля точно что-то будет, поэтому готовьте... Если кто-то отпуск собирается брать, можете брать. Потому что апрель у нас будет уже насыщен. А новые герои будут дорогие по ресурсам. Ну, их прокачка вроде бы дороже будет, чем аналог 1 тира героев. Как минимум, открытие будет дороже. Если для Цербера тебе там надо сколько? 100 или 300? Или 250 вроде чертежей. То на открытие нового героя первого надо будет что-то около 2000 чертежей. То есть то же самое, что там 3-й класс героя открыть, да? У меня сейчас, допустим, надо на повышение класса 1000 чертежей на 3-й. А чтобы просто открыть героя нового, надо будет 2000 чертежей. Ну а далее, да, прокачка будет примерно такая же по классу. То есть там не будет 2000, 4, 6, 8. Там будет 2000, потом 500, 1000, ну и по нарастающей, как обычно. Вот. Но плюс будет то, что эти герои открываться будут чуть позже, после Соляриса примерно. Вот. И их базовая прокачка будет на 2 класса сильнее, чем у Цербера аналога. То есть, грубо говоря, если бы можно было бы как-то это сравнить, новый герой Конфедерации по базовой прокачке, то есть без прокачки, будет на 2 класса сильнее, чем прокачанный Цербер. Точнее, стоковый, получается. То есть стоковый Цербер будет слабее, чем стоковый новый герой Конфедерации. Вроде все правильно объяснил. В общем, вы поняли. Так как юнит позже открывается, у него прокачки будет меньше, поэтому базовые параметры у него становятся сильнее. Ну, ребятушки, я сделал очередной трейлер нового героя. Как бы одного мы презентовали, будем презентовать второго. Я уже почитал чат, и я вижу, что люди знают, когда это видео выйдет. Выйдет оно 5 марта. Соответственно, ставьте будильники, колокольчики, чтобы это все дело не пропустить. И, кроме того, я тут относительно по-тихому, без лишних глаз и ушей, сделал еще небольшой промо-ролик, который выйдет в воскресенье, в это воскресенье. Это будет кусочек от того большого видео. Но последний пункт у нас тут записан. Это уже, наверное, на май. Ну, в общем, разработчики обещали лобби, вот не эту тренировку, а нормальное лобби для 3 на 3, 2 на 2 из керма запилить до конца весны. То есть они как сказали? Оптимистичный вариант 1,5 месяца, реалистичный 2 месяца, нереалистичный такой, пессимистичный 3 месяца. Ну и потом сказали, что, ну, ты знаешь, как мы делаем, может и не успеем сделать за 3 месяца, может перенесется. Но они пообещали постараться приги в 3 на 3 сделать с друзьями и соклановцами, и вообще рандомами, получается, до конца весны. Ролик по героям, баланс, а потом еще и сами герои выйдут в какой-то второй половине марта. Выходят и герой сопротивления, и герой конфедерации, Росомаха, и какой-то герой, название которого вы узнаете в воскресенье. Хорош. Да, и там будет статья, и стрим будет. Позовем главного геройщика, кто занимается героями, чтобы он рассказал, как придумали героев, в чем их сильные и слабые стороны, как их получить, сколько чертежей надо, как их открыть, какие издания героев. Ну, в общем, вот это вот все. Какие у вас вопросы, собственно, будут на этом
стриме. А когда, ну, не знаю, через недельки, наверное, получается. Вот, и пока видно, что план разработки даже не включает в себя режим наблюдателя на ближайшие там 3-4 месяца, и поэтому не скоро он будет, так сказать. Вот.